Всем привет! Сегодня мы приготовим два вида ганаша на основе молочного шоколада. Первый подходит для начинок в капкейки, для украшения десертов, начинки в торт, для начинки в макаронс, а второй подходит для выравнивания торта. Такой вид ганаша более плотный и стабильный. Для приготовления обоих видов ганаша понадобится молочный шоколад и сливки не менее 30% жирности. Разница будет отличаться лишь пропорциями, которые будут указаны в описании. Первым делом нагреваем сливки практически до кипения, но очень важно, не кипятим. Если будете кипятить сливки, то ганаш может получиться слишком густым. Заливаем горячими сливками шоколад, даем пару минут постоять, чтобы шоколад успел растопиться, и затем перемешиваем. И на всякий случай можно также пробить блендером, чтобы избавиться от нерастворенных кусочков шоколада, чтобы в дальнейшем ганаш получился гладким и однородным. Накрываем пленкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. Затем убираем на стабилизацию в холодильник примерно на 8 часов. Это очень важно, выдержать данное количество времени ганаш в холодильнике, но ни в коем случае не в морозилке. Прошло время, и после стабилизации ганаш стал более густым и плотным. Посмотрите. Его уже можно использовать для начинки в десерты, где можно использовать нестабильные начинки, например, начинять капкейки. Но мы с вами взобьем ганаш буквально несколько секунд до посветления и приобретения пышной массы. Здесь очень важно не перевзбить ганаш, так как сливки расслоятся и ганаш пойдет крупинками. Как только ганаш посветлел и стал более стабильным, останавливайтесь, буквально минуту взбивайте. Такой ганаш более стабилен, мы можем его использовать в начинку для макарон, сделать шапочки для капкейков, для других десертов. А также прослаивать торт, предварительно пропитав бисквит, так как сливок в ганаше не очень много и бисквиту будет недостаточно влаги от ганаша. Далее переходим к приготовлению ганаша для выравнивания торта. Здесь мы изменяем лишь пропорции. Процесс приготовления точно такой же. Пропорции молочного шоколада к сливкам 2 к 1. Отличие также в том, что стабилизируется такой ганаш в холодильнике буквально за 30 минут, максимум час. Очень густая и плотная консистенция получается. Его можно в таком виде также использовать для начинки в макаронс и выравнивать торты. Давайте теперь взобьем ганаш и посмотрим, каким он станет. Буквально через несколько секунд ганаш светлеет, немного увеличивается в объеме, но он остается таким же плотным и густым. Торт выравнивать им немного сложно, потому что ганаш на холодном торте достаточно быстро застывает, но это того стоит. Результат получается просто потрясающий, выглядит торт очень эффектно. Ну и на такое покрытие торта вы можете положить различный декор, и он не размокнет. Леденцы, безе, сахарные картинки, в общем, такой декор, который боится влаги, на ганаше такой декор не размокнет. После того, как торт постоит в холодильнике, ганаш станет еще плотнее, тверже, но он не замерзает полностью, так как в составе сливки, и при нарезании он не ломается, не трескается. Друзья, я надеюсь, это видео было для вас полезным. Надеюсь, у вас все получится. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем пока!